Все эти люди, все в Энерджиладе, вот этот Затор. Первая горка меня не впечатляет. Мне хочется больше адреналина, ребята, чтобы там кровь закипала. Ребята, мы приехали, посмотрите, все эти люди, вот что они идут, все в Энерджиладе, вот этот Затор. Полный поезд людей. Сашка. Ощущение, что мы в Диком Западе. Такой классный этот вокзал, реально как Дикий Запад. Все идут, мы идем. Нам идти 27 минут. Есть вот такие поезда. Мы так понимаем, что они подвозят на Затор. Но... Ой, до Энерджилади. Но я не знаю, очень много людей. Возможно, мы не вместимся. Поэтому идем пешком, ребята. Как вы понимаете, ребят, Сашка, мы идем пешком. Мест не хватило, но они сказали, что они вернутся там через 15 минут. Но мы решили 15 минут ждать. Мы за эти 15 минут полпути уже пройдем. Поэтому идем, как вы понимаете, пешком. Ну ладно, у меня это как бы одна сумочка, она не тяжелая. А у Саши там 3 литра воды. И дофига всего. Ему тяжело нести это все. Скажи что-нибудь. Жарко? Короче, мы доходим. Уже практически мы близко. Я думала, мы дольше будем идти. Первая горка меня не впечатляет, потому что она такая высокая. Но мне хочется больше адреналина, ребята, чтобы там кровь закипала. Чтобы, я не знаю, как мы в Испании на этом Феррари. Там очень огромная горка, высоченная. Мне хочется вот такого адреналина. Короче, посмотрим. Но это такая, типа, неплохая, но хочется выше. Мы, конечно, подозревали, ребята, что будний день, но все равно будет много людей, так как все-таки сезон. Нет, вот я говорила про эту горку, но она классная на самом деле. Я видела только ту часть, она огромная. Так вот, сейчас сезон. Конечно, каникулы у детей, какие-то, помимо каникул, еще отпуска. Машин очень много. Все орут, и смотрите, сколько машин вот этих кемпингов. Вообще офигенно! Супер! Блин, вот я хочу побыть внутри такой машинки. Хотите посмотреть на бесящего Сашку? У него, короче, план отстает на 15 минут, на 20. Расскажи, как ты злишься, Сашка? Мне не нравится, когда... Он идет и нудит. Он нудит на весь мир, ребятки. Сашка, побесись, выдохни и расскажи про цены. Насчет цен. Билет на 2 дня, как у нас, стоит 319 злотых. Ага. Вместе с аквапарком, со всеми делами. Билет на 1 день 179 злотых. У нас конечно, на 2 выгоднее. Да. И да, у нас 2 был... 1 только вариант. Да. Ребят, тут уже все орут. Обязательно надо уточнить, почему Саша бесится. Потому что мы опоздали на 15 минут, поезд опоздал на 15 минут. Получается, мы пришли не к открытию. На минут 20, а то и 25. На 25 минут мы все-таки опоздали, а это не по плану. А для Саши план очень важен. Мы должны быть первыми на горке. Мы должны быть первыми на горке, но уже не получится. Может, завтра получится. Nie zapominajcie, На входе уже миллионы людей. Мы вошли. Люди, тут такой балаган для открытия. Вот такие встречают человечки. Я чувствую себя ребенком. Саш, я чувствую, как будто мне лет 15. Я такая счастливая, ребята. Ой, смешарики какие-то. Господи, как я люблю аттракционы. Спасибо тебе большое за аттракционы. Господи, я так рада. Привет! Супер, честь!
подходим к Задре, наш первый пункт назначения. И я заметила, что говорили, что это лучше, чем Шамбала. Кто-то там сказал. Но это не круче Шамбала, потому что Шамбала выше уже. По высоте не судят. Вот это как бы город драконов, Блин, так люблю. и мы идем туда. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Едем. Покатались на экстремальных аттракционах, сейчас на самом неэкстремальном будем. Сейчас такая лодочка, типа водички. Паровозик. Чуть-чуть. Веселуха. Только здесь можно снимать, ребят. Но мы на всех, мне аж плохо уже стало. Посмотрим, мы в эту пещеру, по идее, должны заехать. Ну, красиво сделано, но, наверное, в Испании более качественные декорации были. Мы советуем и Энерджеландию, и... Ну, конечно, кому что доступно. Энерджеландия тоже прикольно. Ну, здесь очень скоростные горки, что мы Вообще, мне аж плохо катались. стало, такая Да. скорость. Подробнее еще покажем. Да. Сашка, Да. ты находишься в зоне Город драконов, да. И мы тут недавно на этой самой страшной покатались, на другой флагманской покатались. И так выглядит и этот город дракончиков. Хотела еще показать, потому что это так миленькие, такие классные декорации в этой зоне. А мы сейчас в какую зону идем? Мы еще, возможно, здесь и на экстрим. Не хочется на экстрим, ребятки. Зашли на какие-то, Каньончик. типа, да, Тут нас качает. Это, кстати, очень классный аттракцион. Сейчас катались на такой горке, я вся мокрая вообще, полностью. Я даже ресницы еще мокрая. в первом ряду. Да, Саша вставит потом видео, что за горка, она просто классная, там сплэш, такая скоростная. Очень. Блин, тут классно. Очередь 50 минут. 50, мы уже несколько раз стояли по 40-50 минут. Уже сколько? Мы уже тут весь день, уже 4 часа, а мы раза 3 стояли, да, почти? По 40-50 минут. Да. Это очень долго, очень долго. Саша вообще, посмотрите на сон. Он вообще весь мокрый. Мы сидели в первом ряду. Кстати, мы никогда особо не жаждем сидеть в первом ряду, но тут нам так повезло, мы сели в первый ряд, и просто весь сплэш, который должен был быть, он был на нас. Это было очень забавно. Вообще классные такие эмоции. А сейчас мы идем в аквапарк. Он тут тут же недалеко, рядом. очень рядом. Пойдем туда переодеваться. Возможно, посмотрим, как он там выглядит. Если что, нам не понравится, мы пойдем в Лоди в аквапарк. Еще я нашла милейшую елочку. У него такие маленькие иголочки, такая миленькая. А Саша говорит, что за ерунда, зачем ты это снимаешь? Ну, мило же. И вот так, там на горке, короче, сначала поднимают всю эту лодку на лифте наверх, и потом на огромной скорости спускают на воду. Это, конечно, эпично.
кайф. Сашка валяется. Пицца у нас, ребятки. Лежать, бассейн. Ну, мы только что в бассейне были. Люксовая жизнь. Опа, релакс по полной. Люксузово. Офигенно так вообще. После бассейна пицца так заходит вообще. А еще знаешь, что у нас сегодня 3 часа и завтра еще весь день. Мы еще завтра сюда придем. А может нет, посмотрим. Еще не все аттракционы попробуем. Нет. Ой, ребят, так хорошо. Я сама себе завидую. А ты, Сашка? Обязательно. Это вот столько людей в бассейне, но это детский бассейн. А столько же людей и во взрослом бассейне. Чё, Саш? Хот-дог 24. Ну не так дорого, наверное. Не, ну нормальные цены, да. А это такие горки в аквапарке. Мы с Сашей думаем, что мы уже завтра, наверное, не пойдем, потому что мы уже... Ну это банально. Ну, А очереди большие. а лучше побыть в это время Нет, на аттракционах. аквапарк есть и в Лодзи. Да. Короче, идем на выход. Вот тут очень удобно. Это аквапарк, а там вот буквально за преградой такой, за ограждением. Буквально за ограждением там уже аттракционы. Так что супер. Людей очень много. Все лежаки заняты. И это уже почти под конец. Мне, кстати, смущает, тебя не знаю как, небо серое. Боюсь, что дождь начнется. Этот паровозик, это утром мы не успели, но сейчас успеваем. Уже сели. И едем на вокзал. Может, там будет место? Надеюсь. До забочения ветра. Ждем поезд. Тут, конечно, так, вот этот вокзал и Энерджеландия, что общего? Просто... Ребята, мы голодные, уставшие, счастливые, сгоревшие. Какие еще эпитеты? И завтра будем такими же. И завтра будем такие же, но на часах сейчас 22 часа, мы еще идем домой. Мы, короче, ехали в этом поезде, вот где мы вам показывали, перрон полностью был забит людьми. Мы ехали на полу, потому что мы не успели занять себе место, потому что мы уже и толкались. Мы заняли идеальное место почти. Поезд приехал, дверь была в метре от нас. Ну, во-первых, там сразу же толпа образовалась, и наша дверь не открылась. Представляете? Наша одна единственная. Где мы стояли вот прям идеально. Короче, и Саша потом побежал в другую дверь. В другой вагон, в третий, ну, короче. Мест уже не было. Мест уже не было, все позанимали там. Шустренько. Ну, там дети, они, знаете, такие подростки, быстрые. это все, с ними бесполезно бороться в наглости. Ну да. Ну, мы, короче, сидели на полу. Ну, там много кто сидел на полу. И 50 минут. И вот сейчас мы едем. Мы купили себе шаурму в Бедронке, ребят. Потому что, во-первых, ничего уже нету, а вдруг готовить никто не хочет. Ну, блин, понятно. Мы купили себе шаурму. Будем сейчас есть шаурму. Кабаносы, кстати, мы нашли очень вкусный кабанос. Мы раньше говорили, кабаносы невкусные, как вы тут их едите. Максимально высушенные искать. Мы просто не тот сорт искали. Ну, как бы есть не сухие, есть там на 3 точечки высушенные, на упаковке написано. Ну, а есть на 5, сухость. да, средняя сухость. Вот надо на 5 брать. Короче, ребята, ну, Энерджеландия очень круто. Знаете, что мы обсуждаем? Что в Энерджеландии круче сами аттракционы, чем в Испании, в Порто-Вентуре. Но Порто-Вентура сама по декорациям круче, чем Энерджеландия. Ну, главное же горки. Ну да, для детей лучше, важнее декорации, для взрослых нас, горки. Да, горки более скоростные. Офигенные вообще. Нам понравились все, кроме 1-2. Я сначала там что-то гудела, там нудела, типа, ой, вот в Испании очень классная была горка, как ее там забыла, Шамбала. Она не классная. Ну, типа, она самая страшная для меня была. А потом я поняла, что в Польше, вот в Энерджеландии там офигенные горки, ну, покруче, чем Шамбала. Ну, Шамбала одна из таких топовых там, но тут практически все топовые, очень крутые. Они такие новые, да? Да, они достраиваются, много новых. Парк не такой старый. Все, мне заболела рука. Нести. Все, ребятки, встретимся завтра, наверное, уже. Доброе утро, уже четверг
Это мы второй день, когда едем на аттракционы. Ребята, мы встали в 7 утра второй день подряд. Очень сложно. Очень сложно, потому что, ну, как бы очень активные дни. Очень сложно рано вставать, потому что мы еще поздно приезжаем. Но я не жалуюсь, я наоборот, в восторге. Сейчас это просто утром все время такое какое-то ощущение такое, поспать бы, такая мысль промелькнула. Но ощущение такое немножко уставшее. Но на самом деле сейчас выйдем, пройдемся немножко. Сейчас, когда приедем в аквапарк, там вообще будет такая... У нас уже разработан план, чтобы покататься на своих горках, любимых, которые нам очень понравились, и чтобы как можно меньше очереди. Потом мы возьмем этот Fast Pass, тоже про него расскажем. Он, оказывается, действует там 4 горки, вроде не на 3, на 4 горки. В билете уже есть у каждого, кто это купил, Сашка потом расскажет. У каждого, кто купил билет, эта функция уже встроенная, просто мало кто об этом знает, оказывается. Вот. А Fast Pass это позволяет потом быстрее пройти без очереди. Например, вечером ты хочешь прокатиться последний раз на своих классных флагманских горках, а там очень большие очереди к вечеру. Очень большие, ну там 50 минут можно стоять, а так ты практически не будешь стоять. Эту очередь так обойдешь по другому входу и быстренько прокатишься. Есть такая функция. Потом все покажем или расскажем. Хотя я уже все рассказала, может еще Сашка что добавит. Все, короче, все рассказала. Идем. Сегодня мы едем цивильно на автобусе. Сидя, даже сидя на своих местах. Ехать нам 1:15. 1:15. И мы еще опаздываем уже на минуту, и кое-кто уже нервничает. Не, ну есть повод для нервов. Там может Fast Pass это закончится. Видите, пробка. Там пробка. Может, минут 10, если не 15. Вы уже представляете, что происходит. Это затор в заторе. Сашка, как настроение? Ты из люка? Мы выпускаем все фастпассы ветрами. Как они все меньше и меньше становятся, да? А мы всего до 6 сегодня парень. Ты должен проронить тут слезинку. Пришли на первый Гиперион, взяли фастпасс, оставили тоже очередь. У нас 12:30 дали. Пошли, Да, нашли. это вход без очереди. Ну хотя бы так. Через 2 часа вернемся сюда. Саша хотя бы доволен. Попробуем добыть еще фастпассы на другие аттракционы. Может, еще есть. Это город драконов. Здесь есть еще колесо обозрения. Естественно, прямо по курсу Задра, куда мы идем. Тоже постараемся добыть фастпасс. Ну, тут классные декорации, конечно. И музыка такая вот, какая-то средневеково-фэнтезийная. И вот тут декорации, такие средневековые фэнтезийные домики. Классно, да? Ну и второй день уже не так ощущается, как первый. Ну, типа, ты уже все видел. Ну, как-то более спокойнее. И в первый день нам не хотелось снимать, терять время. И мы много чего не успели в итоге. Но сейчас тоже не хотим терять, но по пути поснимать можно. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night?
night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey. И под Пионер Голландии мы уходим. Выходим. Заканчиваются наши 2 дня здесь. Ребята, мы уставшие такие. Аттракционы, они очень выматывают. Кстати, нам дали скидку на следующую покупку билета 20%. Минус 20 да, минус 20 на обычный билет. Нормальный билет и 10. На скидочку, ну, на детский. Мы загорели, вообще загорели. Вот наши любимые. Нас размотало. Мы сегодня по экстриму прошлись. И мы даже не воспользовались 2 проходами Они у нас так и фастпассом. остались, мы даже никому не Под вечер мы уже не готовы были. У меня было сотрясение мозга. Мне кажется, мне так стало подташнивать. Но мы только сегодня на экстриме были, поэтому это жестко. А это не наш автобус? Не. Нет? Чтобы не пропустить, ребятки. Мы сейчас приедем, купим что-нибудь вкусненького, поедим и спать ляжем. А завтра по Кракову будем гулять, потому что там тоже много точек. Нам надо еще... У нас сейчас все перемешалось. Вообще, Половина Кракова, и национальный, по-моему, 5 Краков. В каком-то И сложно порядке, что-то увидеть. в каком-то порядке эти видео выйдут. Все, спасибо, что были с нами. Номер Тут было Ирландия классно. офигенная. Приезжайте обязательно сюда сами, с детьми, без детей даже. Пользуйтесь фастпассом обязательно. Они их легко найти. Они написаны, в основном читайте возле аттракционов. Да. Только на Задру там чуть-чуть надо в бок отойти в сторону колеса обозрения. Мистеты, да, вот так не так легко найти. Да. И все, и там бронируется время, можно прийти, воспользоваться. Вот просто заходишь и всю очередь пропускаешь сразу возле карусели. И еще хотела сказать, что обязательно сходите на водные карусели, Это которые в экстриме находятся. Анаконда и Спид, который поднимает на лифте. Мой любимый, вот для меня номер 1, очень классно, так приятно. И Всё, пока. пока.